это не хорошо и не плохо, это так должно быть. Потому что 100 лет орхидея одни и те же корни не может выращивать. Она может жить 100 лет. Да, она может жить 100 лет, но корни она будет менять очень часто. То есть все время вот такие процессы происходят у орхидеи. Она сбрасывает нижние листья, наращивает новые. Она сбрасывает вот эти старые нижние корни. И все время растит новые корни. Поливать орхидеи нужно только после того, как корни станут серебристыми. Не смотрю я на грунт, влажный он или сухой. Я смотрю на корни. Показатель к поливу – это корни. И все корни, и воздушные, и старые, аккуратно помещаю в горшок. Для того, чтобы орхидея опять не возвышалась над грунтом, я делаю простую вещь. Придерживаю орхидею по центру горшка, а горшок поворачиваю по часовой или против часовой стрелки, как удобно. И орхидея глубже садится в горшок. Вот этот корень не пригодится орхидее. Тоже очень старый. Как определить, старый корень или нет? Ну, вот даже вот так. Добрый день, друзья! Сегодня пересадка орхидеи. Это моя старая орхидея. Недавно в телеграм-канале я показывала цветение этой орхидеи. Это Pink Dream бабочка. А сегодня хочу вам показать простой Pink Dream. Тоже орхидея, но нет защипов на лепестках. То есть у меня Pink Dream 2. Одна орхидея-бабочка, другая простая орхидея. Очень интересные две орхидеи. Цветут часто. Могут цвести 2-3 раза в год, выпуская цветоносы, доращивая бутоны, пробуждая почки. Но чаще всего, когда пробуждается почка, цветение очень короткое, месяц-полтора, не больше. Абсолютно одинаково растут, очень хорошо выпускают воздушные корни, сильно, обильно. Обе такие активные орхидеи, но одна из них посажена в большой горшок, а другая в совсем маленький горшок. И корни, вот они даже есть растущие, новые. Вот растут от шеи новые корни с двух сторон. И горшочек становится мал для такой орхидеи. И сегодня по этой причине я и хочу пересадить орхидею-бабочку. Что я предполагаю увидеть в горшке? Конечно, часть корней погибла. Это 100%. Потому что посадки, наверное, года 4. Ствол, как мы видим, очень высоко расположен над грунтом. И это нехорошо. Потому что вот эти корни новые, которые растут, ну, они... Понятно, что все корни орхидеи воздушные, но когда ствол ближе к грунту, корни все-таки опускаются
прорастают в грунт. А сейчас им уже это не интересно, поэтому они растут вверх, как угодно. И какая-то внутренняя часть корней обязательно должна погибнуть. Просто потому что время пришло. Специально не поливала орхидею, потому что показать сухие корни и мокрые, вернее влажные, можно увидеть большую разницу. Когда показываю влажные корни, ой, все корни гнилые. А когда показываю такие сухие корни, ну просто вот они, сухие части корней, да, конечно, они пропадают, портятся. Но это не хорошо и не плохо, это так должно быть. Потому что 100 лет орхидея одни и те же корни не может выращивать. Она может жить 100 лет. Да, она может жить 100 лет, но корни она будет менять очень часто. То есть все время вот такие процессы происходят у орхидеи. Она сбрасывает нижние листья, наращивает новые. Она сбрасывает вот эти старые нижние корни. И все время растит новые корни. Причем новые корни, вот когда их хватает питательных веществ, они становятся вот толстые. Хотя орхидея сама по себе маленькая. У бабочки цветок даже меньше, чем у простого пингдрима, у простой орхидеи. Она, видимо, настолько собирает лепесток за щипами, что она еще более крошечная. То есть почти на полсантиметра меньше, чем вот это. А это 3,5 сантиметра всего цветок. Так, ну и что же у нас тут в горшке? Вот видите, когда у нас есть торфяной стакан, то все корни ближе к торфяному стакану. А когда у нас нет уже торфяного стакана, то все корни стараются прорасти к краю горшка. И вот здесь образуется пустота. Ствол очень длинный. И если я сейчас отрежу 2 сантиметра, невзирая ни на какие корни, там есть растущие, есть гнилые, я его просто отрезаю. Да, ствол живой. А вот эти корни, это самые будут старые корни, которые орхидеи уже и не нужны. И вот эти тоже все. Пустые тяжи. Что значит пустые тяжи? А пустые это значит, что виламин уже с них, вот он, вот такой слез. Ну, не знаю, как это сказать, чтобы было понятно. Ну, просто он высох, этот виламин, и сполз с корня. Вот он, сухой виламин. Если бы не было вообще корней, тяж бы каким-то образом помогал. А так как у нее большое количество корней, этот тяж тоже не нужен. Я бы еще отрезала некоторое количество корней, которые мне не нравятся. Оставила бы вот эти молодые корни, с которыми орхидея будет активно расти. Но, может быть, их сложно будет достать, потому что здесь же все сухо, и отрывать или убирать эти корни сложно. Нужно сначала намочить эти корни водой, а потом они очень легко отделятся. Я отрезала несколько корней, которые мне не нравятся. И сейчас помещу орхидею в воду, а потом вам покажу, нужно ли что-то еще из корней убрать. Или прямо можно еще сантиметра 2 отрезать ствола, и эти корни, вот, которые кажутся такие, как горшок, они тоже уже не нужны орхидее. Нужны ей вот эти новые корни, молодые, растущие, раскукленные. А это все, даже если посадить с этими корнями, они моментально превратятся вот в такие же корни. Они уже очень старые.
И им пора погибнуть. Пока орхидеи их держат, но это недолго. При таких пересадках корни сразу погибают. Но остаются же молодые. Вот нам-то они и нужны. Так, сейчас я налью воды в емкость и помещу на час-полтора, может быть даже 2, может и больше, орхидею в воду, чтобы все и вот эти корни наполнились водой, и мне тогда будет проще отделить старые корни и оставить только молодые, с которыми нужно будет сделать посадку. Хочу вам показать внутренность горшка этой орхидеи. Очень часто меня спрашивают, почему зеленеет горшок. Это растут водоросли. Зеленые или голубые? Зеленые, голубые, иногда коричневые, любые. Первые горшки я всегда промываю. Вот как только здесь появляется такой же налет, я просто мою этот горшок. А вот здесь водоросли остаются. И промыть их не представляется возможности. Только при пересадке можно вымыть эти водоросли. И если у вас орхидея стоит на подоконнике, где очень много ультрафиолета, водоросли будут всегда. Солнечный свет. Способствует росту водорослей. А если еще и влагоемкий грунт, если это кора, то водоросли будут обязательно. И избавиться вот 100% вы можете от них только при пересадке. По-другому не получится. Мы делали эксперименты и с перекисью водорода, и с какими-то там бактериями. Но это помогает, но на очень короткий период. Попадает ультрафиолет на стенки горшка, водоросли будут расти всегда. Видео есть. Какой эксперимент я проводила с перекисью водорода, ссылочку на видео оставим в правом верхнем углу экрана, но это, как я уже сказала, не помогает. Поэтому не применяю никогда. Вот только при пересадке промываю горшок. Семочка не дождался Нет, Семочке не нравится. пересадки. Так, ну что ж, орхидея провела в воде почти час. Вот видите, этот корень я отрезала. И сейчас посмотрим. Что еще? Вот. Это все отрезанные корни, которые не понадобятся. Так. Внимательно осматриваю корни и думаю, что еще есть ненужного. Отрежу еще 2 корня. Вот здесь они только сплелись, и нужно будет его аккуратно достать. Вот этот корень не нравится совсем. Он абсолютно не нужен орхидее. Он очень старый. И чтобы не разводить подур, его можно тоже отрезать. Так. Вот этот корень не пригодится орхидее.
тоже очень старый. Как определить, старый корень или нет? Ну, вот даже вот так. Но это можно делать тогда, когда у вас орхидея уже давно пересажена, растет в вашей посадке 3-4 года, тогда вот эти корни все удаляются. А когда вы пересаживаете орхидею из покупного горшка, там мы тоже удаляем только желтые старые корни. Но для того, чтобы мы это могли сделать, нужно обязательно дождаться у орхидеи новых молодых корней. Роста новых молодых корней. И даже при домашнем пересаживании орхидеи я придерживаюсь этого правила. Обязательно должны быть растущие корни. Сухие цветоносы. Отрезать еще небольшая часть ствола. Она тоже не нужна. Живую часть ствола можно обработать или перекисью водорода, или молотой корицей, или толченым углем. Но сейчас я еще обрабатываю хлоргексидином. Любым способом для вас удобным. Это для того, чтобы не проникала патогенная микрофлора. Так, сейчас я это сделаю. Просто мне нужно сходить за перекисью или хлоргексидином. После того, как корни хорошо напились водой, вот видите, я их даже разделяю руками и при этом не ломаю. Вот этот мне еще не нравится корень. В общем, все корни, которые мне не нравятся, я отрезаю. Но при этом не забудьте, что у моей орхидеи очень много живых корней. Я об этом уже говорю, наверное, 3-й раз. Молодых живых. Да, молодых, растущих, живых корней. Если на корне есть вот такие маленькие живые отростки, этот корень ни в коем случае нельзя отрезать. Вот их здесь много. Они есть белые, есть вот такие крупные зеленые. А вот сухие кончики на старых корнях нужно обрезать. Они не нужны. Вот, наверное, так достаточно. Теперь есть сухой лист на стволе. Вот такие листья, вот эти чешуйки от листьев обязательно нужно убирать. Отсюда растут новые молодые корни от ствола. И чтобы не мешать этому, потому что сухая часть листа, она очень жесткая, и молодым корням иногда бывает очень сложно пробиться сквозь этот жесткий деревянный заслон. Обратили внимание, что я растягиваю в противоположные стороны. Вот так лист разделен на 2 части. И эту часть сухую нужно убирать в одну сторону, а эту в противоположную. Вот как раз по середине листа. Вот так я и делаю. Тогда удаляется все безболезненно. И не рвутся корни, которые все-таки смогли прорасти через, может быть, еще даже зеленую часть листа. Потому что зеленую часть листа корни так прорывают и прорастают очень активно. А вот через такие сухие части сложно. Все, мне осталось дорезать цветоносы старые. Даже можно их вот так выломать, если они совсем сухие. И обработать живую часть ствола. И можно сажать орхидею. Под рукой оказалось
3% перекись водорода. Всего 1 каплю. Пусть немного пошипит. А шипит, потому что живая часть. Убирать ли старый керамзит? Если убирается, можно убрать. Если очень хорошо корни приросли к этому керамзиту, то и можно и не убирать. Ну, вот это все хорошо очень приросло. Нет смысла отрывать эти керамзитные шарики. Горшок я взяла немного больше, чем был. Этот горшок 2 литра, а был 1,4. Все корни, и воздушные, и старые, аккуратно помещаю в горшок. Для того, чтобы орхидея опять не возвышалась над грунтом, я делаю простое движение. Придерживаю орхидею по центру горшка, а горшок поворачиваю по часовой или против часовой стрелки, как удобно. И орхидея глубже садится в горшок. Это для того, чтобы когда она будет расти и сбрасывать листья, можно было подсыпать грунт и 3-4 года ее не пересаживать. Сажать буду в керамзит с корой. Я об этом уже много раз говорила, почему я сейчас делаю такие посадки. Повторяться не буду. Но я на протяжении 5 лет каждый раз говорю, не важно какой грунт, важно какой полив. Как вы поливаете орхидею. Если вы поливаете орхидею правильно, и об этом у меня очень много есть видео и рассказов, то ей будет все равно, в каком грунте ей расти. Не важен грунт, важен полив. Ой, такую получила кору, она прямо пахнет лесом. Прямо такой приятный хвойный запах. Кору заказываю на Озоне. Marketplace Озон. Не зная поставщика, искала самую мелкую кору. Причем это такие тоненькие пластиночки. Это не куски коры. Заказала первый раз, посмотрела, что мне пришло. Мне понравилось, и я продолжаю заказывать у того же поставщика. Ссылку давать не буду. Каждый вправе выбрать сам то, что ему нравится. Растокиваю по горшку, чтобы таких вот огромных пустот не было. Потому что керамзит плюс кора, пустоты все равно будут. И корням есть куда расти в таких посадках. Хотя при первом поливе все равно это тоже все утрамбуется, и можно будет еще добавить грунт, если это будет нужно. Грунт или субстрат, как мы его называем. Зеленая часть орхидеи, то есть ствол, обязательно должна быть на уровне грунта. Ни в коем случае орхидею не закапываем по пояс вместе с листьями в грунт, иначе будет сплошные загнивания при поливе.
ствол орхидеи должен остаться на воздухе. Должен быть свободный приток воздуха к стволу. Ну вот и все. Вот здесь мне не нравится, что получилось много свободного места. Но при первом поливе я посмотрю, если грунт осядет, обязательно досыплю. И поливать орхидеи нужно только после того, как корни станут серебристыми. Не смотрю я на грунт, влажный он или сухой. Я смотрю на корни. Показатель к поливу – это корни. Если вам кажется, что кора влажная, мокрая, а корни вашей орхидеи серебристые и сухие, то нужно поливать орхидею. Значит, кора не отдает влагу корням, и корни сухие. А отсюда может быть и потеря тургора. Вот это основные законы полива орхидеи. Может быть, конечно, я о них говорю каждый раз, но меня каждый раз об этом спрашивают. Вот так. Что же я еще хотела сделать? Я хотела вот этот цветонос, который отцвел из почки, я его хотела обрезать и показать вам, что обрезать цветонос нужно до следующей живой почки на сантиметр выше. Здесь не... Видите, какой живой, сочный цветонос. И желательно, так же как и ствол орхидеи при посадке, обработать или перекисью водорода, или толченым углем, или молотой корицей. Ждем цветения орхидеи Pink Dream бабочка. А цветет она часто. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Сегодня мне ассистировала Лаки. Да? Допустим. Ну, она стесняется. А мои ассистенты спят. Ричи, он лежит и завидует. Да. Ну, так получилось.